indications which are given to us by the inner man, the inner self. Поэтому мы всегда должны слушать свое тело и считывать эти указания от нашего внутреннего существования, то есть от того, кто существует внутри этого тела. Он дает нам знать о том, когда мы голодны или когда попить хотим. So you take the example of food. Если возвратиться к примеру с едой, So the quantity and the quality of food. Количество и качество еды. Food is a requirement for the body. Пища, она необходима нашему телу для жизни. We generally understand that we are able to sustain, we are able to live because of food. Мы часто думаем о том, что мы способны жить благодаря еде. But it is true that we are able to live, we are able to sustain because of our functioning of our vital energy, vital force. Но при этом нужно осознать одну вещь, что мы на самом деле способны жить благодаря, в основном благодаря действию нашей жизненной силы. It is just like, for example, your car is able to move. Например, наша машина, она может двигаться. If you think that your car will move because by virtue of the fuel which you are putting into it, if you fill the tank, can you say that the car can start to move? Тогда, смотрите, если мы думаем, что мы зависим только от бензина, вот мы залили бензин в наш бензобак, позволяет ли машине это поехать? So the fuel is to be used by the ignition, and without this ignition, just fuel cannot move the car. Машина будет стоять, пока мы не включим зажигание. Если мы включим зажигание, и это бензин начнет использоваться машиной, только тогда мы будем способны, только тогда машина поедет. And also there should be some person who makes the ignition. И еще нужен человек, который включит это зажигание. So in the same manner, food is like a fuel in the car. Точно так же и пища в нашем теле. Это подобно бензину в машине. Она подобна бензину в машине. At the same time, the quality of the fuel, it is also important because Но также важно качество этого бензина. if you put a wrong fuel or Потому что low если quality fuel, зальем туда очень низкого качества бензин или не тот бензин, который требуется для данной машины, so it reduces the efficiency of the тогда machine эффективность машины будет очень снижена, она проживет меньше. and spoils the functioning of the engine. Этот некачественный бензин, он испортит двигатель. In the same manner, Точно так же и в человеческой конституции. the quality of the food and the quality of the food, Качество пищи because it is a fuel for our existence, и количество пищи, они имеют воздействие на качество нашей жизни. that has its influence on the functioning of our vital force. Потому что пища, она усваиваясь, влияет на действие нашей жизненной силы. Similarly, also the functioning of your mind. И то же самое на уровне ума. С деятельностью нашего ума происходит то же самое. Whether your mind is in a healthy condition or not, how can you decide? Как мы можем определить, находится ли наш ум в состоянии здоровья или болезни? Suppose, Например, if you start thinking about your work when you are at your home and at the time of relaxation, например, если мы начинаем прокручивать мысли о работе, когда мы находимся дома или когда мы отдыхаем, and also when you are at the work where you have a place of work and you started to think about your place of relaxation, your home.
Или наоборот, когда мы находимся на работе, а вместо работы мы начинаем думать о том, как мы поедем в отпуск, или как-нибудь развлечемся. So that is a misplacement. Это говорит о неуместности. That indicates that your mind is not in a healthy condition. Эта неуместность мыслей, она говорит о больном состоянии нашего ума. You find some people, when they have to sleep in the night, then their mind becomes more and more active about their work. And they start thinking about what they have to do tomorrow, what they have done yesterday, and all these things, and they cannot sleep. Мы знаем такие случаи, когда человеку нужно спать, вот он лег, приготовился ко сну, и тут его ум начинает все более и более активным становиться, он начинает планировать, что я буду делать завтра, и прокручивать, что я сделал сегодня, и он становится все более и более возбужденным. Then that makes them sick, that makes them very much tired. И это вгоняет человека во все большую болезнь, они становятся все более и более утомленными. So the result is that in the morning when they go for the work, they are very tired. They are not able to. И результатом является то, что после такого сна, после такой ночи, утром они чувствуют себя уже крайне уставшими и идут на работу еле-еле. So that shows that the mind is not in a healthy condition. Все это показывает то, что ум находится в состоянии болезни. So like this we have to understand that health is such a state. Таким образом, мы должны понять, что It's a state of equilibrium, здоровье – это состояние равновесия, which depends upon how is the activity of your mind and how are your responses towards the needs. и то, как наш ум функционирует, и отвечает ли он нашим нуждам. So, also there are many other things. We suppress the natural phenomenon, and for example, when we are at work, И также есть другие случаи, когда мы подавляем какие-то позывы своего тела. Например, мы находимся на работе. then for example, if there is indication that you have to release your urine or stool, then you have postponed it because you are busy in the work. И у вас, например, возник позыв сходить в туалет, но вы заняты на работе, вы игнорируете этот позыв. Then what happens? It creates toxic conditions. Тогда результатом является токсическое состояние в теле. Suppose you are getting some sneezing and you stop it by force. Или, например, у вас чих, а вы его подавляете для того, чтобы чувствуете неудобство. When you repeat this also, this creates great disturbance. Если несколько раз, то если регулярно так делать, тогда это вызовет очень большие проблемы со здоровьем. So all these are wrong functionings. И все это говорит все это примеры неправильного функционирования, неправильной деятельности. In the same manner, about the sex also. И тоже касается секса. So if your mind is dwelling on the sex activity all the time when it is not the time for that, если ваш ум постоянно думает о сексе не тогда, когда вы им занимаетесь, that creates ill balance. это вызывает сильный дисбаланс в конституции. Because that is also one of the needs, like your hunger, like your thirst. Потому что секс является одной из необходимостей, одной из потребностей тела, как потребность в пище или потребность освобождения от отходов. It is just like you, for example, can you keep on eating and eating the whole day? If you do that, you can collapse. Да, или, например, кто-то, кто с утра до вечера постоянно кушает и кушает, он тоже закончит коллапсом. Only when you feel hungry,
you can eat, but the whole day if you eat, whole day you start keep drinking. Потому что здоровье это когда мы едим только тогда, когда у нас есть чувство голода. So in А the если same, мы едим целый день, тогда это создает очень большие проблемы. same manner, when you keep thinking of sex all the time in your mind, И подобным же образом, если мы целыми днями думаем о сексе, that also produces a big disturbance. это тоже производит огромное нездоровье. So we must know the proper time and the balance of all these things. Мы должны знать время для каждого действия, мы должны быть в состоянии равновесия в каждый момент своей жизни. So indulgence, what is called indulgence, is to be avoided. So either in the food or in the drink or in the sex or in the rest, in anything, your mind Мы should должны be free избегать from того, что мы indulgence. называем потакательством. То есть мы не должны потакать своим желаниям, а должны следовать своим потребностям. So all this is because of the ill balance of mind, which disrupts all this functioning, and then it is reflected on the body. Потакание возникает из-за неправильного действия ума, и неправильное действие ума вызывает потом болезнь на уровне физического тела. So health is a positive attitude Итак, здоровье – это позитивное отношение and an experience of a harmonious existence. и переживание гармонии существования. So we have to keep always a good understanding and a good following of the nature's laws Мы and должны поддерживать в себе хорошее понимание и следование законам природы in the selection of food, in the selection of drink, and all these во things. всех отношениях, и при выборе пищи, при выборе напитков, And also in the selection of work also. а также при выборе работы. You see, for example, if I am inclined to be a teacher or I am inclined to be a doctor, and if suppose I was forced to study engineering when I am not fit for that, Например, если у меня все мои способности, они склоняют меня, например, к учительству или к медицине, но меня послали учиться в инженерный колледж, в инженерный институт, then what happens is тогда что происходит? constantly we are on the pressure. Тогда мы постоянно будем испытывать чувство давления. So, therefore we have to select all these according to our inner, inclination and an inner sight is there, you have to use that. Поэтому работу тоже нужно выбирать в соответствии со своими склонностями и со своим внутренним, со своей внутренней потребностью. So these are the rules of hygiene, Есть законы гигиены. and these are to be, everybody should have this knowledge, everybody should be educated from the childhood. This is not, Которым нужно обучать с самого раннего возраста каждого. it is not enough just if you go to college or university and study with all these big subjects, but before that everybody should have the knowledge of this. До того, как ребенок поступает в школу или поступает в институт и учится большим каким-то темам, его нужно обучить самым основам, это прежде всего законы гигиены. For example, Например, in the previous generations, в предыдущее поколение the women, they knew most of these things and they used to educate their daughters and granddaughters. все женщины знали все эти законы, и они всегда учили этому и своих дочерей, и своих внуков, дочерей, сыновей, внуков. So you can easily know that when you observe those previous generations, many women, they were living quite naturally and they didn't have many occasions to go to the hospital. Мы знаем, что в прежние времена, когда знание так вот передавалось от родителей к детям, наши дедушки, бабушки, они жили нормальной,
природной жизнью, и очень редко они попадали в больницы или ходили к врачам. Because there are the natural phenomenon, and with that, if you keep proper understanding and proper behavior, then there will be no disturbance. Потому что если мы следуем природным законам и ведем простую жизнь, близкую к природе, тогда никаких особых проблем в Конституции не возникает. But now see, in this present age, Но в наше время, for example, pregnancy, например, что касается рождения детей, which is a quite a natural phenomenon. Ведь это совершенно обычный природный феномен. But unfortunately, it is focused like a disease at the Но, present к time. сожалению, современность рассматривает его как некую болезнь. That is why, right from this time of starting a pregnancy, the women are medicated by the... И с самого начала, с самого момента зачатия женщина должна ходить в консультацию, и ее пичкают всякими медикаментами. What is necessity? Because when you see the animals, the birds, when... Но разве это необходимо, если мы смотрим на природу, если мы смотрим на животных, на птиц? They didn't have such occasion. It is quite natural phenomenon. Мы видим, что это совершенно обычный природный феномен воспроизводства. So pregnancy and delivery, these are very natural phenomena. Беременность и роды – это очень естественный процесс. But now you can see so many women, they are made to suffer and they are made to consume so much of medicines. Но сейчас мы видим женщин, которые страдают, их заставляют принимать всякие медикаменты, делают всякие исследования. And we are made to believe that medicines can cure diseases. И нас заставили думать о том, что препараты медицинские способны излечить какие-то болезни. If medicines can cure the diseases, Но если бы это было так, если бы медикаменты могли излечить какую-либо болезнь, by this time all the human beings should have been completely healthy without any тогда disease. сегодня все должны были бы быть очень здоровы. Because there are millions of varieties of medicines. Потому что мы знаем уже миллионы препаратов. You see, every day new medicines are invented. И каждый день изобретаются все новые и новые препараты. At the same time, new diseases are appearing. И мы видим, что параллельно с новыми препаратами все новые и новые заболевания появляются. So, when you do not observe the principles of nature, then Таким that образом, causes the disturbance in the healthy conditions. если мы не следуем природным законам, именно это вызывает дисбаланс в организме и последующую болезнь. So those persons who do not follow, Те люди, которые не следуют природным законам, they are subjected to the state of disease. они подвержены заболеванию. But if we say that we are not cognizant, we are ignorant of all these rules and regulations, but that makes no sense, because we have to know and we have to follow. Но если мы начнем говорить, что мы не знаем этих природных законов, то это нонсенс, потому что мы должны их знать, мы должны им следовать. Suppose if you put the finger into flame and if you feel burning, you say, because I don't know that if this flame burns, but if you know or don't know, but it burns. If whether you know it or not, but if you put the finger, you will burn your finger. Потому что, например, если мы сунем палец в огонь, то он неизбежно будет обожжен. Неважно, знаем мы об этом или нет. So therefore, disease is the result of our wrong behavior with these aspects of our life. Таким образом, болезнь является результатом неправильного поведения в разных аспектах нашей жизни. That means Это значит, we have a disrespect towards the laws of nature. что мы неуважительно относимся к законам природы.
So, what is happening now in this, that we have, if we have a disobedience or disrespect and wrong procedures, then we get disturbance in the health, and then we get disease. Таким образом, если мы не следуем этим законам, тогда у нас начинаются неприятности, и в результате мы приходим к болезни. And we try to use medicine to suppress. А потом мы начинаем использовать препараты медицинские для того, чтобы подавить вот эти проявления болезни. So suppression is not a cure of the disease. А подавление не является излечением. So the natural condition, the original condition, that the healthy condition should be restored, and this restoration should not be just by suppression. It cannot be made by suppression. Лечением является восстановление природного баланса, а подавление его вообще никак не восстанавливает. So this restoration is possible once again to change our attitude and to once again to start to follow these natural laws. И восстановление здоровья, оно заключается в том, чтобы нам все-таки понять природные законы и начать им следовать. So what is the purpose of medicine? Какова задача медицины? The purpose of medicine should not be to fight with the disease or suppress the disease. Медицина не должна бороться с болезнью и не должна ее подавлять. This is what is not properly understood by the present system of medicine. И современная система медицины, они не понимают этого. If you have any pain, you are given some medicine to kill the pain, to make the pain disappear. Когда человек приходит с болью, ему дают болеутоляющие. But what is happening is the pain appears once again after the influence of the medicine is gone. Но это приводит лишь к тому, что когда медикамент перестает действовать, тогда боль возвращается снова. Просто и все. So your pain is not cured, it is killed. Потому что наша боль не излечена, она убита. That is why that medicine is called painkiller. Поэтому болеутоляющие, здесь игра слов в английском, да, painkiller, болеутоляющий называется убивающая боль. То есть мы убили. В нашем случае, наверное, нужно сказать, мы ее не исцелили, мы ее утолили. Мы ее просто убрали. So if it is a cure, then once if you take the medicine, then it should not be. Потому что если бы это излечение, тогда приняв медикамент, мы бы никогда больше с этой болью не столкнулись. But when it is appearing again and again, that means. Но если она снова и снова появляется, это говорит о том, что. That means that is not a solution to you to suppress it. То это говорит о том, что подавление не является правильным решением. So this pain is not the disease. Потому что боль не является болезнью на самом деле. So it is an expression or an indication about something which is going wrong. Боль является лишь индикатором того, что у нас в Конституции что-то не так. Therefore, we should not be inclined to use medicine immediately. Поэтому нужно избегать немедленного прибегания к медикаментам, когда у нас появляется боль. So when there is a suffering, a disturbance, then you have to understand what must be the cause for this. Когда возникает некое страдание, мы должны разобраться, в чем причина. В чем причина страдания. We should not have a tendency to medicate yourself immediately. Нужно освобождаться от тенденции хвататься за лекарства в любом случае. Suppose, for example, нарушение здоровья. For example, you had due to much work or something for a few days, you have so much of work that you could not sleep, you could not have rest. Например, у вас был очень трудный период, вы очень много работали, не могли там вовремя поесть, достаточно поспать. Then, after a few days or few weeks,
тогда через несколько дней или через несколько недель you will have a disturbance. у нас будет Then you may get some fever, some headache, либо какая-нибудь, какие-нибудь симптомы появятся. У нас либо голова заболит, либо поднимется температура, or some digestive disturbance. или расстроится пищеварение. Then what you have to do? Тогда что мы должны сделать? You can eliminate these things just by taking some rest and making your regulation the diet. Тогда мы должны поспать хорошенько, отрегулировать свою диету нормально. And then in 1 or in 2 days, Тогда everything через пару comes дней normal. мы будем совершенно здоровы. Suppose you immediately, as soon as you have fever or pain or all these things because of this, if you take some medicine, what happens? А если мы вместо этого схватимся за лекарство, тогда что будет? Then the medicine which you have applied, it starts producing its effect on the constitution. Тогда этот медикамент, который мы приняли, он начнет действовать на нашу конституцию, создавая свою собственную болезнь. You know, every substance Любая субстанция, which you use to fight with the disease, которую мы используем для того, чтобы побороть болезнь, it starts producing its effect on the constitution. Производит свой эффект на конституцию. That is what is happening with so many medicines which you are using now. Это происходит с большинством препаратов, которые мы сейчас используем. Especially if the medicine is given to fight with the disease, to kill the disease, then it is also damaging the constitution. Особенно если мы используем такие субстанции, как вот болеутоляющие, например, они обычно сильно разрушают нашу конституцию, создавая свою собственную болезнь в конституции. So therefore, we must understand that Поэтому мы должны понять, the necessity for medication is the least thing. что необходимость в медикаментах – это самое последнее, So first к чему мы должны прибегать. we have to find Сначала out, мы должны найти причину, first we have to try to find where we have to rectify. причину нездоровья и понять, как отрегулировать нашу жизнь, чтобы убрать эту причину. Suppose if you have much anger on some person, Например, мы очень сильно рассердились на человека. whenever you think of that person, immediately in your mind you feel very angry about the person. И каждый раз, когда мы думаем об этом человеке, у нас возникает новый гнев, мы начинаем возмущаться внутренне. Then again and again when this happens, then what happens? Когда это случается снова и снова, что происходит? It disturbs the rhythm of the functioning of your heart, Это портит ритм нашего сердца. the rhythm of your respiration, Это пагубно влияет на ритм нашего дыхания. and subsequently this will result in disturbing the circulation of blood in you. И как следствие кровообращение тоже нарушается. And then if you go to the doctor, then he measures your blood pressure and says, Когда вы идете к доктору, он мерит ваше давление then your blood pressure is high. и обнаруживает гипертензию, Then if he gives a medicine to suppress the blood pressure. и дает вам препарат для того, чтобы подавить эту, чтобы вернуть давление к норме. But still you are not free at the mind with this Но мы помним, anger about such что person. гнев все еще находится в нас. So what you have to do, you have to know the cause. The cause for all this disturbance is the constant anger in your mind. Правильным подходом было бы понять, что причиной этого повышенного давления является постоянный гнев внутри нашего ума. So unless you eliminate this from И the пока мы mind, его не уберем из ума, you cannot stop all this disturbance. мы не остановим этот порочный круг наших проблем с физическим телом. So if you keep on taking medicine for the
whole life for this, what is the use? Если мы всю жизнь будем принимать эти